Народ, всем привет! Изготовление рабочего отрезка донки резинки на 4 крючка через полметра. Нам понадобится леска 0,7 метра 4 длиной, вертлюжки большие, кембрики ПВХ, бусинки или как их еще называют, бисеринки и маленькие вертлюжки. Леску складываем вдвое, делаем вот такую петлю, она нам будет служить для крепления потом фидерной кормушки через карабин и вертлюжок. Отступаем от этой петли 25 сантиметров, делаем обычный узел, ставим вот такую конструкцию. Бусинка, то бишь бисеринка, маленький вертлюжок, бисеринка и еще один узелок. Затем ставим ПВХ кембрик для крепления крючка и через полметра повторяем эту процедуру. Делаем узелок. Затягиваем, ставим бисер, кембрик, ставим вертлюжок маленький и еще один бисер. Так, отлично. И теперь снова делаем узелок. Расстояние между узлами сантиметра 1,5, плюс-минус. Ну, вот примерно такое расстояние. И снова одеваем кембрик. У нас остается примерно метр лески. Ставим вертлюжок. Большой вертлюжок ставим. Покрупнее. Он должен быть крупнее намного, чем поводковая. И делаем обычную петлю. Вот она, петля такая. Тут мудрить тоже ничего не надо. Все, и затягиваем. Ну, можно смочить, я не смачиваю. Леска толстая. Захочешь, не порвешь. Вот, есть. Итак, у нас с одной стороны от петли большой вертлюг. Через метр маленький вертлюг, 2 узла, 2 бисеринки, кембрик. Через полметра то же самое. Кембрик, 2 бисера, 2 узла, вертлюжок. Через 25 сантиметров петля. И с этой же стороны все повторяем. Отмеряем 25 сантиметров. Отмеряем 25 сантиметров. Делаем узелок. Он с учетом узла получается где-то на 28 сантиметров. Плюс-минус там 2 сантиметра роли никакой не сыграет. Одеваем бисер.
Одеваем бисер. Я сделаю салатовый. Вы можете любой сделать, какой вам понравится. Раньше делал я какие-то узлы, там всякие разные, через трубочку одевал, красивые там, все. Сейчас пришел к тому, что вот простые делаю узлы самые. Ничего сверхъестественного тут не придумываю. Надели вертлюг, вторую бисеринку и делаем узелок. Точно такой же, как и в тех случаях. Затягиваем. Готово. Отлично. И не забываем одевать кембрик. Потому что если не оденем, потом вы его уже не поставите. И придется конструкцию переделывать. Одели кембрик и отмеряем 50 сантиметров. Отмерили 50 сантиметров, делаем узелок. Затянули и одеваем бисер. Поставлю белые. И у меня тут уже для наглядности есть, ребята, поводок готовый с крючком. Одену его. Бисеринку белую. Делаю узелочек. Далее, ребят, крепление самой резины к грузу и лески делать мы не будем. Я просто покажу на своей рабочей донке, как там смонтировано. Ничего сложного нету, вы посмотрите и все. Самое вот момент такой в рабочем отрезке интересно, чтобы вы вот эту фишку просекли. Остальное там уже очень просто и просто наглядно вы уже будете там все понимать, как делать, поэтому там уже заострять на этом внимание не будем. Значит, ПВХ кембрик для крючков поставили. И с этой же стороны у нас тоже получается примерно метр. Для чего от крайних крючков такое расстояние делается? Ну, чтобы рыба не пугалась там резины, туда-сюда ездящей в толще воды. И лески с той стороны, в принципе, только для этого. Ну, со стороны лески можно и меньше сделать, а со стороны резины, ну, метр пускай будет, там, допустим. Все, ну, он уже никуда не денется, надежно. Конкретно, можно сказать. Если вы делаете на 5 и более крючков и через большее расстояние, то, естественно, тогда делаете через метр или через сколько вы там хотите, и больше используете просто запчастей этих. Сейчас покажу крючок, как выглядит. Вот так выглядит крючок. Вот он в кембрик пристегивается. Сейчас я его уже словил скатерть на столе. Крючок острый. Крючки Кобра. Мне крючки понравились очень. Цена-качество соответствует. Хватает их остроты надолго. Вот. Крючок закреплен. Вот так это выглядит. Так. Так. Петля. Третий крючок. Четвертый. И крайний.
Храню вот такие отрезки. Их можно заготовить на любую рыбу, можно так и сказать, на крупную, там, на белую, на хищную, с разными поводками, с разными длинами. Все, что придумаете. Храню я вот на таких катушках. Вот такие катушки. Наматываю. Вот. Естественно, крючки в кембрике ставлю. Очень удобно хранить. Все поводки я уже не буду сейчас наматывать, привязывать. Ну, тут и так понятно все. Ну вот. Я обычно в катушках, тут еще прорезь такая. И очень удобно. Вертлюг туда в прорезь защелкнули. И все, там 2-3 катушки с собой в мех закинули. И у вас всегда под руками можете переобуться прям в течение там нескольких секунд. Вот грузило вот таким вот узлом оно завязано. Вот так привязано оно. Резина привязана вот так вот к веревке, обычная петля и на удавку здесь. Ничего сложного, просто в то же время, и это работает. Далее. Здесь еще вот в этой моей донке момент такой. Здесь связано 2 куска резины. И как раз очень хорошо посмотрите, вот как связывать можно 2 куска резины безопасно, чтобы они не разорвались. Сейчас я дальше покажу, как резина крепится. Вот, смотрите, как резина крепится. Вот в таком состоянии сразу рабочая снасть забрасывается. Идет основная леска и 2 карабина к резине. Вот эта снасть летит в воду, потом вы достаете, разъединяете карабины и присоединяется рабочий отрезок. Ни кембриков здесь я ничего не одевал, это все работает. Единственное, что перед каждой рыбалки просматривать на заусенцы. Если заусенцы есть, просто оборвать и быстренько перевязать. Это, естественно, перед забросом делается. Сейчас я хотел вам показать соединение резины. И еще такой момент, ребята, резину, когда она сухая, поменьше валяйте ее по всякой пыли и песку. Когда мокрая, она не представляет, этот песок и пыль, никакой опасности. Но когда резина подсыхает, она становится, это силикон, он такой на себя все набирает. И это потом как абразив. Вот смотрите. Вот соединено 2 куска резины. Вот. Просто складываете 2 куска и узел петля. Делаете с одной стороны и со второй. Все. Очень надежно. Перед тем, как узлы делать, смачивать резину обязательно надо. Иначе, если там попадутся какие-то песчинки, как я вам уже говорил, они как абразив просто этот силикон разрежут. Они его не разрежут, они оставят заусенцы. А эти заусенцы потом, они просто перетрут эту резину, и она лопнет. Поэтому следите за этим. Ну, вот такие узлы, друзья. В общем-то, вот на этом я и хотел заострить внимание, показать вам сборочку вот этого узла. Самой, как говорится, части, которая ловит. Но она такая же важная, как и все остальные части. На этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Всем пока. Ни хвоста, ни чешуи.